Обмундирование во время царской войны ничем не отличалось от царского. Все было взято из царских складов. Чтобы как-то отличаться друг от друга, красноармейцы нашивали синие клапана на шинели, которых еще назовут разговорами. Отменяются погоны как атрибут царской армии, а слово офицер становится ругательным. И называться офицером называться это должен будет командир. Отменяются личные звания, такие как майор, полковник. Будет введен командир эскадрона, командир батальона, командир батареи. За место погон будут нарукавные нашивки. Перед вами командир эскадрона, одет он в английский френч, в красные шаровары и в сапоги. На противоположной стороне были белогвардейцы. Они сохранили атрибутику царской армии. Погоны, на которых носилось имя командира, это дроздовец. Марковцы, корниловцы и алексеевцы. Происходит заключительный этап гражданской войны. Перекопско-Чонгарская операция. Силами Красной армии будет взят полуостров Крым. Это будет один из завершающих этапов гражданской войны. Красная армия занимает полуостров, белогвардейцы вынуждены будут эмигрировать. В 1922 году образуется новое государство, Союз Советских Социалистических Республик, или сокращенно СССР. Пройдемте. Поговорим об этом более подробно там. В 1922 году появляется новое государство, Союз Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР. Экономика после гражданской войны находилась в упадке, производится новая экономическая политика, сокращается армия в 10 раз, остаются только кадровые войска, которые насчитывались они в составе 500 тысяч человек. Затем остальные служат по милиционному признаку, то есть если рабочий отработал смену на заводе, на следующий день он должен был проходить военные сборы и возвращаться на свою работу. Такая система была недолго. Уже к 30-м годам начиналась напряженная международная обстановка. В 1935 году будут возвращены обращения по личным званиям. На воротниках добавляются следующие элементы. Петлицы. Каждый цвет петлиц означал принадлежность к войскам. Малиновый цвет это была пехота. Синий – кавалерия. Черный – танковые. Каждый ромбик или треугольник означал принадлежность к тому или иному званию. То есть 3 треугольника это, например, старший лейтенант. Верхняя одежда гимнастерка с отложным воротником. На голове стальная каска Адриана. За место двуглавого орла уже будет красная звезда. Брюки галифе, заправляемые в сапоги. Перед вами представитель Московской пролетарной
в пролетарской дивизии. Следующий род войск – это подвижной вид войск, довольно мобильный. Это кавалерия. Тяжелая, несмотря на то, что технический прогресс, то, что появляются уже бронемашины, техника требует все-таки, может поломаться, не везде может пройти. Лошадь же довольно может пройти лесистые участки. Это кавалерия. Кавалерия осуществляла разведку, рейды по уязвимым местам соперника. Но, как правило, кавалеристы уже не ходили в сабельные атаки. Они доезжали до места сражения на лошадях, спешивались и вели бой как пехотинцы. К концу 30-х годов у Советского Союза возникает необходимость отодвинуть границу от Ленинграда, и начинается Советско-финская война. На голове у него головной убор, называется буденовка. Она будет заменена на шапку-ушанку. Зимний комплект одежды, шинель и валенки. В 1941 году происходит Великая Отечественная. Нацистская Германия нападает на Советский Союз 22 июня 1941 года. Это в историю войдет как Великая Отечественная война. В 1941 году советская армия будет вынуждена отступать до Москвы. Будет в блокаду взят город Ленинград. В 1941 году зимой происходит Московская битва. В 1942 году происходит Сталинградская битва, которая станет переломным моментом. И русская армия, и советская армия пойдет уже в контрнаступление. Перед вами моряк. Некоторых моряков снимали с кораблей и сформировали из них пешие батальоны. На голове у него бескозырка, верхняя куртка, называемая бушлат, форменные брюки и ботинки. В 1942 году происходит Сталинградская битва. После победы Сталинградской битвы советские войска переходят в контрнаступление. В 1943 году начинается переломный момент Великой Отечественной войны. В 1943 году изменяется уже мундир. За место отложного воротника вводится стоячий воротник. И за место петлиц вводятся погоны. Перед вами макет танкового сражения, Курской битвы. Называется она еще Курская дуга. После продолжительного боя под Курском советские войска одерживают верх. И уже начинается, так как к 1944 году, Багратионовская операция освобождения Белоруссии, Корсунь-Шевченковская освобождение Украины и переход уже и освобождение Европы. В 1945 году происходит, Советский Союз берет город, советская армия берет Берлин. Происходит парад советских войск. Burada Yuri Levita'nın ünlü duyurusunu görüyorsunuz. Итак, после победы в 1945 году разрабатывается ядерное оружие, нарастает напряженность. Советский Союз уже начинает конкурировать с Соединенными Штатами Америки. Это войдет в историю как холодная война. Изменяется и внешний вид военнослужащих. За место сталинских мундиров со стоячим воротником появляются пиджаки, на манер гражданских пиджаков
кителя с отложными лацканами. Это повседневное обмундирование советского офицера. Это парадное. Представитель морской пехоты. Их задача была высадиться на береговой линии и держать оборону до прихода основных сил или взятия каких-то стратегически важных точек. В 1991 году происходит распад Советского Союза, и уже будет новая армия, российская армия. Вводится новое обмундирование, разрабатывается камуфляж, цифра. Уже в современных реалиях войны требуется быть еще более незаметным и скрытым. На голове у него каска кевларовая, разгрузка для амуниции и автомат Калашников. Новейшая разработка АК-12. По нему можно отрегулировать приклад по росту военнослужащего. Но оружейное дело не стоит на месте, и уже в будущем планируется разрабатывать новую амуницию. АК-22, который должен быть более скорострелен и дальнобоен, и экзоскелет, который увеличивает грузоподъемность солдата. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствуют победоносные